конце года в России стартовал флагманский робот-пылесос Roborock Curve Curve, оснащенный крутым искусственным интеллектом, камерой, мойкой салфеток горячей водой, а также продвинутой системой навигации. И вы только посмотрите, что он творит. Его главная особенность — это активное шасси, которое приподнимает весь корпус пылесоса. Робот может проезжать через порожки высотой до 4 см. Также новинка оснащена мотором с рекордной мощностью 18,5 тысяч паскаль и усовершенствованной основной парой щеток с новой технологией Duo Divide. Да, волосы больше не наматываются, и это действительно так. Боковая щетка и задний валик у него умеют выдвигаться для уборки по углам. Есть самоочистка, футуристичное внешнее исполнение, управление голосом и сушка горячим воздухом. Пылесос распознает, фотографирует и объезжает предметы. Для этого есть фронтальная камера с нейросетью. На него можно позвонить через приложение, находясь в любой точке мира, и с кем-нибудь пообщаться. А можно просто отправить его в любую комнату и посмотреть, что там происходит, используя его камеру с подсветкой и микрофон. Робот премиальный и однозначно лучше на конец 24 и начало 25 года. Это видео будет интересным, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Вот такая вот огромная коробочка. В СДЭКе мне так и сказали: вот там склад, забирайте свою посылку сами. Ну а сколько же новых технологий сегодня нас ждет? Во-первых, это, конечно, новая щетка Duo Divide, которая совершенно не боится наматывания волос. Также не боится волос и новая изогнутая боковая щетка Flexi Arm Design. Еще эту модель называют внедорожником за счет того, что она умеет преодолевать препятствия высотой до 4 см. Разумеется, у него очень многофункциональная док-станция с самоочисткой. Имеется промывка салфетки горячей водой при температуре 75 градусов, мощное всасывание Hyperforce, а это на минуточку 18,5 тысяч паскаль. Система влажной уборки по контуру Flexi Arm Design. Также у нас имеются щетки и салфетка с функцией подъема, система распознавания препятствий Reactive AI, то есть пылесос умеет распознавать с помощью своей камеры до 62 предметов. Ну а еще у нас есть умное обнаружение загрязнений. И что самое интересное, это далеко не все новые возможности, которые появились в данном пылесосе. Поэтому давайте скорее открывать коробочку и будем смотреть, что у нас внутри, и затем проверять этого робота в деле. Первым делом внутри коробки мы встречаем руководство по быстрому началу работы. Здесь все на русском языке, имеется QR-код для скачивания мобильного приложения. В общем, все перед первым запуском я рекомендую изучить. Также имеется вот такой буклетик, который вы можете поставить куда-нибудь на стол и изучать все команды, которые понимает робот-пылесос. Начни уборку, помой, убери здесь, увеличь тягу, убери в спальню, гостиную. По управлению очень много команд, но перед тем, как давать команду пылесосу, вы должны сначала сказать фразу «Hello, Rocky». Есть у нас и вот такая подсказочка по обслуживанию пылесоса. Ну а если информации вам покажется мало, то у нас имеется полноценное руководство пользователя на русском, казахском и английском языках. А вот здесь у нас расположились две моющие швабры с уже установленными специальными тряпочками. Поднимаем защитный пенопласт. Это у нас база самоочистки, а вот здесь пылесос. Да, пенопласт — это очень хорошая защита, тем более для такого недешевого и очень умного устройства. Ну и сразу давайте извлечем базу. Ух, какая огромная, тяжелая. Для начала я предлагаю кайфануть с робота-пылесоса. У него просто шикарнейший внешний вид. Сверху у нас глянец, по бокам матовый пластик. Наверху такая крупная башенка лидара. Она, естественно, нажимается. Всего две кнопки управления. Крышечка снимается. Она здесь на вот таких магнитах. И что же мы можем видеть здесь? Во-первых, есть маленькая кнопочка Reset для сброса настроек на заводские. Вот здесь извлекается бак вот таким способом. Бак здесь вот такой небольшой. Имеется у него пара клапанов. Один здесь, второй здесь. Стоит большой HEPA-фильтр, что очень хорошо. И через него можно попасть внутрь этого бака. Фильтр очень легко снимается. Внутри нет никакой электроники, все довольно примитивно, поэтому этот бачок можно смело промывать под краном. Главное в конце его тщательно просушить. Внутри здесь тоже я ничего интересного не вижу. А интересное у нас начинается уже по бокам. Вот здесь под резиновой заглушкой скрывается отверстие, через которое мусор попадает из робота-пылесоса в базу самоочистки. Имеется два контакта для подзарядки. Вот здесь даже такое колесико есть, чтобы пылесос парковался и не царапал свой корпус. Стоит инфракрасный датчик, скорее всего, для точной парковки. Через это отверстие вода подается в сам пылесос. Правее отверстие для выхода воздуха. На правой стороне бампера стоит датчик стены. И вот та самая технология Flexi Arm, то есть щетка у нас двухлучевая, и они стоят здесь вот так вот сразу друг за дружкой. Ну и как вы понимаете,
понимаете, это позволяет более эффективно убираться в углах комнаты. Кстати, сама щетка выполнена из силикона, что тоже является плюсом. Идем дальше. Здесь у нас очень крутая технология Reactive AI. Это, по-моему, две камеры, инфракрасный датчик, и по центру есть светодиодная подсветка, чтобы пылесос не боялся темноты. Ну а что же у нас снизу? Давайте посмотрим. А здесь я также уверен, что смогу удивить вас. Для начала давайте установим вот эти вот мопы. Кстати, при заезде на ковер они тоже умеют подниматься и опускаться. Раз и два. А вот этот еще умеет выдвигаться по углам. То есть вот здесь у него имеется вот такой свободный ход, что и позволяет ему настолько выдвигаться. Ну, все это мы еще, конечно же, проверим. Как обычно, у нас здесь стоят прорезиненные колеса, которые имеют вот такой вот хороший ход. Имеется 4 датчика опрокидывания, куда же без них. Поворотное колесо, которое здесь опять же непростое и умеет выдвигаться. Сделано это для того, чтобы пылесос преодолевал препятствия высотой до 4 сантиметров. Сейчас я даже попробую немножечко его вытянуть. Получается у него вот такой свободный ход. Рядышком здесь стоит датчик ковра. Ну и мы подошли к самому интересному. Это турбощетка. Разумеется, она здесь плавающая. Причем вроде как она даже умеет прижиматься к пылесосу при заезде на ковер. Давайте ее откроем. Короче, инженеры в компании Roborock вместо двух длинных роликов решили установить 2 коротких. Причем сделаны они таким образом, чтобы намотанные волосы стягивались вот так к центру и попадали в мусорный контейнер. Технология и правда очень крутая и интересная, поэтому этот момент мы обязательно проверим. Но извлекаются щеточки очень просто. Вот так достается одна и вторая. Вот такая вот крутая фишка имеется у данного пылесоса, которую я раньше нигде не встречал. И если я вас еще не удивил с роботом-пылесосом, то приготовьтесь удивляться с базой самоочистки. Во-первых, это, конечно, вот такой необычный прикольный вид. Док-станция такая беленькая, кругленькая, словно какое-то яичко. А здесь у нас остатки комплектации. Во-первых, это у нас кабель питания с европейским типом штекера. Ну и, в общем-то, всего один запасной мешок для сбора мусора. Получается, что по комплектации это все, и она здесь не очень-то и богатая. А что же интересного у нас внутри? Через вот это окошко мусор поступает в док-станцию. 2 контакта для зарядки. Отсюда подается вода. Вот здесь инфракрасный приемник для парковки пылесоса. Пылесос заезжает сюда, можно сказать, что целиком. И вот в этом месте промывает свои тряпочки. К счастью, вся эта часть у нас съемная. Она имеет вот такой вид, причем верхняя часть снимается. И вот здесь есть такие резиновые, можно их назвать дворниками, которые промывают наши тряпочки. Снимается еще у нас и вот здесь. Имеется даже вот поплывок, который, скорее всего, отвечает за наполнение этого поддона водой. Ну и, в общем-то, очень хорошо, что все это легко снимается. И при необходимости вы можете промыть это под проточной водой. Вот, правда, очень жаль, что снимается только лишь внутренняя часть. Вот это парковочное место, к сожалению, тоже будет пачкаться, и было бы, конечно, хорошо, если бы оно также снималось. На обратной стороне в принципе ничего нет. Вот здесь под резиновой заглушкой у нас скрывается какой-то сервисный разъем. Ну а вот здесь я нашел маленький такой еще один минус. В этом месте у нас подключается кабель питания 220 вольт, и, к сожалению, разработчик совершенно не предусмотрел место, куда можно намотать излишки этого кабеля. И раньше они это очень часто делали, но в этой модели почему-то забыли. Но, к счастью, пока что это одни минусы, а впереди нас ждут одни только плюсы. Вообще база у нас это один сплошной минимализм. На лицевой стороне у нас присутствует только лишь логотип компании, а вот здесь в эту щель у нас спрятан светодиодный индикатор работы. И он здесь, конечно же, у нас имеет несколько цветов. Поднимаем крышечку. Кстати, крышка такая очень добротная. Просто так случайно сломать ее, я думаю, у вас не получится. Для начала мы поднимаем вот эту крышку. Она опять же такая увесистая. И здесь у нас находится мешок для сбора мусора. В себя он вмещает, по-моему, 2,7 литра. Разумеется, есть вот такой вот клапан. Это у нас бак для чистой воды. Ну, тоже, ребят, качеству вопросов вообще нет никаких. Видно, что здесь постарались. И это у нас бак для грязной воды. В общем-то, по емкости, по-моему, точно такой же. И здесь у нас есть поплывок. И больше, в принципе, ничего. После уборки воду отсюда, конечно же, нужно сливать. А контейнер лучше всего промывать под краном, чтобы нигде ничего не завонялось. И вот, в общем-то, еще один маленький минус. Вот здесь вот могли бы разместить такую маленькую щеточку, чтобы что-нибудь где-нибудь почистить. Или же, например, можно было сделать отсек, чтобы положить сюда запасные мешки для сбора мусора. В общем, здесь опять же сплошной минимализм. Поэтому давайте переходить к
к тестам. Ну что, друзья, я со своей помощницей уже готов тестировать данный пылесос. Приложение Роборок мы уже настроили, подключается все элементарно. Заходите в приложение, нажимаете «Добавить устройство», прописываете пароль от вашей домашней Wi-Fi сети и все готово. В пылесос я уже заправил полный бак воды. Вот вы можете это видеть. Кстати, когда в бачке нет воды, то горит красный индикатор. После того, как я его заправил, индикатор потух. Теперь в приложении нам необходимо создать карту, поэтому нажимаем кнопку «Быстрое отображение». Начинается построение карты. И, в общем-то, вот в таком бесшумном режиме пылесос поехал создавать свою карту. Как обычно, покатается по комнатам, посмотрит, что где стоит и сохранит это в своей памяти. Всего лишь за 4 минуты он смог ее построить. Получилось 43 квадратных метра, и каждое помещение окрасилось в свой цвет. Также из-за любопытности вот этого домашнего животного пылесос, скорее всего, подумал, что у меня здесь кошачий дом. С помощью своего искусственного интеллекта он умеет определять предметы и домашних животных. Также он на карте все это обозначает. Везде, где появлялась вот такая лапка, была моя кошка. Вот он обозначил ее здесь. Также поймал ее здесь. Ну а еще вот здесь. Конечно, фотки у тебя получились классные, но предлагаю приступать к уборке. Начинаю уборку. Сейчас мы слышим, как пылесос перекачивает водичку и будет промывать ей свои тряпочки. Сейчас слышно, как вращаются мопы. Уже вот-вот должен поехать. Сразу выдвинул свой моп, когда начал поворачивать вокруг базы. Задвинул обратно. В общем-то, он довольно активно его двигает. Также выдвинул переднюю щеточку. И посмотрите, как плотно вращается диск вдоль стены. Да уж, этот пылесос будет очень хорошо убираться по углам. И посмотрите, какой влажный след остается после пылесоса. Полы он тоже будет мыть отлично. Смотрите, вообще не боится. Оп, выдвинула слабко. Оп. Да, по углам убирается офигенно. По режиму уборки я поставил общий, то есть он и моет пол, и пылесосит. Мощность стоит в режиме равновесия. Давайте поставим самый тихий. Пылесос практически не слышно. Равновесие как было. Турбо. И максимум. В общем-то, пылесос очень тихий. Все-таки не забываем, что это премиальная модель, поэтому внутри корпуса у него имеется шумоизоляция. Что касается подачи воды, то она стоит на среднем значении. Можно сделать низкий, средний, высокий и кастомный аккуратный. Количество уборок 1 либо 2 и маршрут стандартный либо зигзаг. Тем временем пылесос отправился в ванную комнату. Здесь у меня вот такой ковер. Ворс у него очень высокий, примерно сантиметра 3-4. И посмотрите, как легко пылесос двигается по этому ковру. Мопы он поджал, при этом они перестали вращаться. Мощность увеличилась на самое максимальное значение. При съезде с ковра мопы опускаются. Как же классно выдвигается передняя лапка его. Вот вроде бы в приложении поставил максимальное значение мощности всасывания, однако при заезде на ковер он делает ее все равно еще больше. Вот увеличил мощность на максималку. И несмотря на 18,5 тысяч паскаль, работает он очень тихо, причем даже при заезде на ковер. Ну а передвигается по нему он вообще очень-очень легко. Кстати, сейчас у него, видимо, пошла уборка ковра. В этом режиме пылесос сначала убирается по периметру ковра, а затем отправится на уборку внутрь. К шторам подъезжает очень аккуратно, можно сказать, даже их не касается. При этом свою боковую швабру он старается загнать как можно дальше, чтобы более качественно сделать уборку. Отправляюсь промывать салфетку. Все, поехал промывать свои салфеточки.
Все, пошел процесс мойки. Эх, жалко, не видно, что сейчас там происходит, а. А вот сейчас слышно, как диски раскрутились. Скорее всего, он сбрасывает с них лишнюю воду. Ну, получается, типа как сушит. Салфетка промыта. Продолжаю уборку. Все, поехал дальше. Кстати, мне очень нравится, как он аккуратно заезжает на базу и съезжает с нее. Так, что у нас здесь? Ну, пока что чисто. Кстати, у него еще есть очень классная функция. Это просмотр камеры в режиме реального времени. Периодически он говорит, что дистанционный просмотр активирован. Но качество вы видите сами. Качество очень хорошее. А что если перед ним бросить носок? Опа, увидел. А для того, чтобы искусственный интеллект пылесоса работал хорошо даже в темных условиях, он автоматически включает свой фонарик. Также, если вам будет мешать эта функция, то ее можно отключить в приложении. Возвращаюсь к док-станции. Тем временем уборочка завершена, и пылесос возвращается на док-станцию. Но для начала мы посмотрим, что у него здесь. Пауза. Поднимаем крышечку и посмотрим, сколько же мусора он насобирал. Пылесборник извлечен. Извлечен. Почему он так говорит? Так, друзья. Но пылесосит он классно, могу сказать. Мусора очень много. Причем здесь и шерсть, и мелкий мусор, и пыль, и длинные волосы. Все внутри контейнера. Так, ну и сразу же хочется проверить его самую крутую систему двух щеток, на которые вроде как не наматываются волосы. Ну, в общем-то, друзья, ни одного намотанного волоса, ни одного. Вот это я понимаю технология. Надеюсь, компания Roborock теперь во всех пылесосах будут применять технологии двух вот таких щеток. На моем старом роботе-пылесосе после каждой уборки на этом валике очень много намотанных волос. Здесь же ни одного. Выполняется опустошение пылесборника. Все, пошел выкачивать мусор. Кошка по-прежнему не боится. Повышает мощность прям. В общем, секунд 15 ему на это потребовалось. А теперь давайте проверим, что у нас получилось в итоге. Достаем пылесборник. Извлечен. Могу сказать, что он абсолютно чистый и продуло даже HEPA-фильтр. Начинаю промывать салфетку. Убрано 37 квадратных метров. Вначале было показано, что площадь 43 метра, но вот здесь лестница, поэтому пылесос сюда не заезжает. На уборку ему потребовалось 19% заряда и 38 минут. Давайте посмотрим, насколько хорошо он помыл свои тряпочки. Ну, здесь все отлично. Намотанных волос я нигде не вижу, опять-таки. Все супер. Ну и даже здесь все чисто, хотя сушка еще не закончена. А теперь я бы хотел посмотреть, что у нас по водичке. Во-первых, посмотрим, сколько чистой осталось. Ее очень много, было примерно вот так. Вот сантиметра 4 он съел воды. И смотрим на грязную. Она здесь и правда грязная, это хорошо заметно, и ее здесь немного. В общем, я думаю, что контейнера для грязной и для чистой воды здесь хватает примерно на 200 квадратов. Автоочистка завершена, и теперь он сушит свои тряпочки. Причем делает это очень тихо и теплым воздухом. Вот здесь это очень хорошо чувствуется. Пылесос получил увеличенную емкость аккумулятора 6400 мАч, а заявленная автономность составляет до 240 минут. Разумеется, это время достигается не на максимальной мощности всасывания, но проблем с автономностью нет. Заряда и даже воды легко хватает примерно на 200 квадратных метров. Кстати, полная зарядка занимает около 4 часов. Качество уборки на высоте. Cureva Curve использует передовую технологию всасывания Hyperforce с мощностью до 18,5 тысяч паскаль. Это позволяет устройству справляться с наиболее сложными задачами, включая уборку на коврах и в узких пространствах, удаляя даже мельчайшие частицы пыли и грязи. Мытье полов также не подкачало. Покрытие чистое и свежее, а постоянно промываемые горячей водой тряпочки не оставляют разводов и следов. Вращающиеся швабры хорошо справляются даже с засохшими пятнами, пускай не всегда с первого раза, но все же неплохо. На этом его фишки не заканчиваются. Вероятно, главное
главной особенностью робота-пылесоса является первое в отрасли шасси AdaptiLift. Уникальное подъемное колесо позволяет устройству преодолевать препятствия высотой до 4 см. И это инновационная технология, уже получившая ряд наград. За распознавание предметов отвечает фронтальная камера с искусственным интеллектом. В памяти робота 62 предмета. Это обувь, игрушки, мебель, предметы интерьера, провода, зарядки и даже продукты жизнедеятельности домашних животных. Так, друзья, ну теперь поговорим о мобильном приложении. Приложение здесь очень крутое. Разумеется, здесь есть и привычные для нас функции, такие как запретные зоны, виртуальные стены. Помещения можно как угодно разделять по комнатам, переименовывать их, делать персональные настройки для каждой из комнат. То есть можно ему указать, чтобы в этой комнате он мыл полы, в этой не мыл. Здесь поставить одну мощность всасывания, здесь другую. Короче, все это здесь есть, и смысла подробно в этом разбираться я не вижу. И сейчас я хочу вам показать только самые интересные и полезные функции. Итак, если мы нажмем док-станция, то здесь у нас будут индикаторы. Бак для чистой воды, бак для грязной воды и мешок для сбора пыли. Все индикаторы горят синим цветом, а значит все в порядке. И если, например, мешок для сбора пыли заполнится, то здесь появится красный индикатор. Также и для чистой и грязной воды. Есть отдельные кнопки для сбора пыли, промывки салфетки и сушки. Переходим в настройки док-станции. Здесь можно выбрать интервал промывки тряпок. Рекомендую поставить на 10 минут, чтобы это было почаще. Режим стирки салфетки. Очень много режимов. Глубокий, сбалансированный, экономия воды, умный, комнатная температура, теплая вода и горячая вода. Частота автоматического опорожнения стоит на высоком значении. Продолжительность сушки 2, 3 либо 4 часа. Режим сбора мусора максимальный. И вкладка дополнительно. Здесь у нас, в общем-то, те же самые функции. Плюс можно активировать автосушку. А еще есть автоочистка поддона для промывки. Если нажмем на вот эту кнопочку, то здесь появятся настройки карты. Запретные зоны можно отмечать на карте мебель. Здесь даже имеются такие настройки, как тип покрытия, редактировать ковер, то есть указать, где он находится, а еще есть кнопочка порог. Также здесь есть еще одна интересная кнопочка, это видеокамера. Во-первых, пылесосом можно управлять вручную. Вперед-назад, влево-вправо. То есть, например, в свое отсутствие вы можете покататься по всему дому и посмотреть, что у вас там происходит. Также можно отправить пылесос в определенную точку на карте. Вот здесь есть карта, нажимаете точка и выбираете, куда пылесос поедет. Имеется функция осмотр, то есть пылесос в автоматическом режиме покатается по вашему дому, ну а вы посмотрите. Имеется и еще одна новая функция на базе искусственного интеллекта, которая называется «Найти питомца». То есть, если вы отсутствуете, а у вас дома живет кошка или собака, то вы можете посмотреть, что же она там делает. Для этого не нужно кататься в ручном режиме по всему дому, вы просто нажимаете кнопку «Найти питомца». И тогда пылесос автоматически будет кататься по вашему дому и искать домашних животных, после чего сделает фотографию и вы сможете ее посмотреть. Но и это еще не все. Имеется функция «Позвонить на пылесос». Вот я позвонил на пылесос. Говорю в телефон, а мой голос слышно из пылесоса. Также и в обратную сторону. Человек, который находится возле пылесоса, может говорить, а я это буду слышать из своего телефона, при этом находясь в любой точке мира, где есть интернет. Но еще здесь есть какие-то настройки. Возвращаемся назад и переходим в настройки пылесоса. История уборки, таймер, настройки уборки пола, изменить покрытие, настройки уборки ковров, стоит автоковер, можно избегать ковры, вибрация на ковре, проезд, автоковер, режим ковра, глубокая очистка ковров. Настроек для ковра здесь очень много, и это, конечно же, хорошо. Влажная уборка с выдвижением щетки Flexi Arm Design. Повтор уборки авто. Тщательная уборка в зоне питомцев. Маршрут уборки. Уборка по направлению укладки напольного покрытия и комплексный маршрут уборки. Настройки док-станции. Интервал промывок салфетки, режим стирки салфетки. Эти функции, в принципе, мы уже видели в предыдущем меню. Режим обхода препятствий реактив. Система обхода препятствий, реальные фотографии, меньше столкновений, питомцы, снимки питомцев, распознавание обстановки на базе искусственного интеллекта и заполняющий свет, то есть фонарик. Все это можно включать и отключать, либо настраивать как вам удобней. Обслуживание. Это вы знаете, что такое. Дальше карта управления. Сохранить карту. Также можно сделать много этажей. В общем, все как обычно. Здесь собраны все настройки, которые касаются голосового помощника. Кстати, давайте его сейчас протестируем. Hello, Rocky. Слушаю. Очисти контейнер. Выполняется опустошение пылесборника. Что мне очень нравится, голосовые команды он воспринимает с первого раза, и для этого их не нужно даже громко кричать. Команды можно говорить спокойным голосом, причем даже из соседней комнаты. Он их услышит и правильно поймет. Hello, Rocky. Слушаю.
Убери ванную. Хорошо. Начинаю выборочную уборку комнат. Идем дальше. Трансляция видео, громкость вызова, настройки безопасности. Лаборатория искусственного интеллекта. Выдвижение щетки Flexi Arm Design для очистки. Настройки пылесоса. Режим не беспокоить, кнопки лампочки, блокировка от детей, зарядка во время меньшей активности, оффлайн карта. Также единица площади и поиск робота. Следующие точки маршрута. Ручное управление, руководство пользователя, серийный номер, обновление прошивки и совместное использование устройства. Также можно удалить робота. Также я забыл вам сказать, что здесь имеется еще и вкладка «Общая», где вы настраиваете режим мощности, уровень подачи воды, количество уборок, маршрут, порядок уборки, выбираете умная уборка, общая, мытье, пылесос, либо же настроить порядок уборки вручную. Как итог могу сказать, что Roborock Cureva Curve это лучший робот-пылесос, который я когда-либо тестировал. От безупречной производительности пылесоса и улучшенных функций мытья полов до полностью автоматизированной док-станции и интуитивно понятного мобильного приложения. Здесь и правда не на что жаловаться. Если вам нужно лучшее на рынке и цена в 100 тысяч рублей не пугает, то мой вам совет: берите не раздумывая, ведь вы действительно не сможете получить лучшую и более автоматизированную уборку, чем это. Ссылку на данную модель и комплектующие я оставлю в описании под этим видео. На этом будем заканчивать. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и до скорой встречи!